Поддерживаем. Поддерживаем, конечно. 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 Она Если он чисто убил, нет, если он убил человека и что, просто сидит. Я считаю. Самое страшное в пытках в российских тюрьмах не само их наличие. Те, кто пытает, кто организует и требует пыток от подчиненных или просто молчит, зная, живут вместе с нами. Стоят рядом в очереди на кассу или на заправке, обнимают своих детей и ходят на родительские собрания, выпивают за соседним столиком, целуют жен или ходят на свидания, а потом идут на работу в Федеральную службу исполнения наказаний, где содержат и воспитывают в кавычках, почти 500 000 осужденных. Он сидит, этого достаточно, я думаю. А зачем его пытать-то? Показали, поговорили, закончилось. Они продолжатся. Гигабайты видеоистязаний из тюрем Саратовской, Белгородской, Иркутской областей и других регионов, просочившиеся наружу. Крохотный фрагмент тюремных пыток. Но недавно избранные в Госдуму депутаты «Единой России» дружно проголосовали против парламентского расследования. Похоже, пытки стали частью уже и официальной государственной политики. Они этого заслуживают, а с другой стороны, все же жалко. Типа какие-то одни бандиты поймали других. Допустимы ли пытки к осужденным? Мы специально добавили и второй вопрос, чтобы понять реальное отношение к пыткам людей. Что, если человек в тюрьме за действительно тяжкие преступления? Можно ли его пытать? Спросим об этом у представителей российского общества. Например, как Чикатило людям, серийным убийцам. Почему они должны как-то наслаждаться жизнью в тюрьмах за наши налоги? Ждем ваших откликов в комментариях, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, предлагайте темы для новых опросов и интервью. Как вы относитесь к пыткам осужденных в российских тюрьмах? А они есть? Есть. Так, к пыткам, по-моему, нормальные люди все относятся отрицательно. Пытки ведь что приводит к тому? Что добиваются того, что хотят. Вот 37-39 год практически признали все себя шпионами, кроме Блюхера, который выдержал пытки. Но все равно его расстреляли. Ну как можно к этому относиться? Конечно, отрицательно. А если человек осужден по особо тяжкой статье? Неважно, он и так несет свое наказание, находясь в местах лишения свободы, где отнюдь не сладкие условия для содержания. Я вообще не понимаю, почему не появились. Это для человека невозможно. Очень плохо. А если человек сидит по особо тяжкой статье? Тоже. Он же получил наказание в виде срока. И как его добивать там с пытками и так далее. Мы осуждаем. Осуждаете? Конечно. Если человек сидит по особо тяжкой статье? Поддерживаем. Поддерживаем. Поддерживаем, конечно. Конечно. Ну, если он убил, нет, если он убил человека и что, просто сидит. Разные, я считаю. Не поддерживаю. Случаи бывают разные. Многие сидят Осуждаем. просто так, а Гуманно, многие- я напоминаю, вы в медицине. Не забывайте. Нейтрально. Знаете, с одной стороны, они этого заслуживают, а с другой стороны, все же жалко. Он уже и так осужден, он уже... Что это отрицает? Это вообще страшное дело. Это ни в коем случае. Это я не знаю, людей надо за это просто наказывать жесточайшим образом. А если человек сидит по особо тяжкой статье? Какая разница? Он уже свое получил. Он сидит, этого достаточно, я думаю. А зачем его пытать-то? 40 гигабайт. Да, 40 гигабайт. Как вы относитесь к пыткам заключенных, осужденных в российских тюрьмах? Нет, ну проблема в том, что это не исправительная, а карательная система, наверное, вот Мне исключительно. кажется, в это этом. не спорный вопрос, это какие-то очевидные вещи, которые, мне казалось, давно были решены в мире, ну, не знаю, в цивилизованном. То же самое, что и со смертной казнью. У меня не возникает вопроса, там, могут ли меня убить, если я что-то сделаю. И мне кажется, что это жесть. Я не знаю, что из этого, ну, какое-то частное, типа какие-то одни бандиты поймали других, а что из этого, ну, с реальным действием государства, но мне кажется, что это стрёмно. Ну, как для страны это стрёмно. Отношусь с ужасом, потому что считаю, что в цивилизованной стране близко такого быть не должно, и все виновные должны быть строго наказаны. Ну, я считаю, что людей любых вообще, в принципе, нельзя пытать, но какие-то, например, эвтаназию, мне кажется, можно применять какими-то, например, как Чикатило людям, серийным убийцам, я думаю, можно было бы применять. И только то, что эвтаназию и все, я думаю. Очень плохо к этому отношусь. Я считаю, что все мы люди, и никто этого не достоин. Если они осуждены, то они должны нести полностью наказание.
Ну, пытки это плохо. Но если есть действительно такой факт, то это доказано, то это, наверное, плохо, да. А если человек сидит по особо тяжкой статье? Да какая разница, все заключенные-то одинаковые. Ну вот в Норвегии есть тюрьмы, которые перевоспитывают, так сказать, они направлены на то, чтобы человека менять. Но с другого, у нас же скорее наоборот, у нас скорее тюрьмы наказывают, чем меняют. И многие люди как бы в этом спорят, они могут не согласиться. Наверное, люди, которые, чего родственника он убил, ну, я бы лично, например, если бы, например, моего ребенка кто-нибудь убил, я бы сказал, что да сгни, ну, ты заслужил все, что тебе там делают. Пытают, пожалуйста, ну, это вот типа двоякая ситуация, так вот прямо и не скажешь наверняка, да или нет. Плохо. А если человек сидит по особо тяжкой статье? Ну и что? Он сидит, ему свое дали уже, а при чем здесь пытки-то? Я думаю, ничего не изменится. Ничего не изменится от чего? От наличия или их отсутствия? Ну, показали, поговорили, закончилось. Они продолжатся. А сами вы как к этому относитесь? Плохо. А если человек сидит по особо тяжкой статье? Ну что, его надо пытать? Как вы относитесь к пыткам осужденных в российских тюрьмах? Отрицательно. А если человек сидит по особо тяжкой статье? Все равно отрицательно. А почему? Ну, за это он и сидит, в общем-то, он искупает свою вину, а пытки это уже неправильно. В тюрьмах как к норме. Вот почему Путин сажает, арестовывает своих противников? Как вы думаете, почему? Ну, потому что он хочет еще лет 20 это самое. Он все, что не делает, все против народа. Все против народа. Понимаете, я, к сожалению, там не был, к счастью, не был там. Скорее, Просто, к счастью. К счастью, не был. А может, к сожалению. Просто я вышел оттуда чудом. Лучше там быть. Ну, с Ильей общался. Ну, а хожусь, понимаете, это беспредел. Я про него общался, честно говорю. Вообще без этого творится. То же самое армия. Извини, пожалуйста, то тюрьма, то же армия. То есть дедовщина осталась. Ну как год, сейчас новая техника, новые проблемы. Отрицательно отношусь. А если человек сидит по особо тяжкой статье? Все равно, к нему человек есть человек. Его закон, есть закон. Как вы относитесь к пыткам осужденных в российских Прекрасно. тюрьмах? Да. Почему преступники должны наслаждаться жизнью? Да, почему? Вообще их, всех преступников, надо ссылать куда-нибудь в Сибирь, пусть они там строят каналы. Я согласен с этим. Да. Почему человек, который убил, должен продолжать свое существование? Типа педофил, маньяк, почему они должны как-то наслаждаться жизнью в тюрьмах за наши налоги? Отрицательно. А если человек осужден по особо тяжкой статье? Ну, я считаю то, что это должно быть просто пожизненное, скорее, чтобы человек отбывал как бы до конца своих дней в тюрьме и не давать ему никаких как бы поблажек, чтобы он просто сидел и все. Но без пыток. Ну, наверное, да. Наверное, да. Пытки – это унижение человеческого достоинства, и они не могут одобряться в цивилизованном обществе. Мы считаем, что так должен думать каждый человек на Земле. Покой родной страны, а посмотреть на это все со стороны. Увидишь вышки, заборы, колючки языка, и дома у каждого еще семья. Ах, эта служба в органах УИ.